Всем любителям творческого и прекрасного привет! С вами я, Ксения Назарова. Я рада вас видеть на своем канале «Красота в деталях». И сегодня мы с вами сделаем небольшие заколочки клик-клак к Дню Святого Валентина. Эмблем любви – сердце, цвет любви красный. На наших бантиках будет все: и сердечко, и красный цвет. А заколочки клик-клак очень удобны для того, чтобы выбирать челку нашим маленьким девчонкам. Бантики миниатюрные, можно спрятать под шапочку. Работа простая, не займет много вашего свободного времени. Дорогие мамы дочек, пожалуйста, давайте присоединяйтесь ко мне, сделаем с вами красоту. Давайте начнем наш видеоурок. Всем, кто подписан на мой канал, большое спасибо за ваши теплые комментарии. Я приглашаю всех любителей творчества подписываться ко мне на канал, комментировать. Спасибо за лайки. Присоединяйтесь к моему творческому тандему, чтобы не пропустить новинки. И давайте начнем наш видеоурок. Итак, друзья, сегодня будем делать прекрасную нарядную заколочку клик-клак к Дню Святого Валентина. Главный символ Дня всех влюбленных – это, конечно же, сердечко. Сегодня покажу, как сделать из двух лепесточков канзаши вот такое прекрасное сердечко, которое будет изюминкой нашего маленького бантика. Длина бантика не превышает 6,5 сантиметров, что очень хорошо и удобно. Подойдет такая заколка и под шапочку, и для совсем маленьких девчонок на первые хвостики. Можно сделать такие бантики на резиночках. Что понадобится нам для изготовления? Ленты два вида. Репсовые ленты шириной 2,5 сантиметра, два отрезочка по 15 сантиметров для главного бантика. И маленькие лепесточки канзаши будем делать из ленты репсовой шириной 12 миллиметров, либо также подойдет лента шириной 1,5 сантиметра, 15 миллиметров. И в том и другом случае лепестки у нас получатся как нужно. Вот два отрезка красной ленточки для сердечка. Длина отрезков 5,5 сантиметров для нашего микробантика. Буду крепить бантик к заколке клик-клак, которую я заранее оплела вот такой тонкой атласной лентой шириной 6 миллиметров. Итак, приступим к изготовлению нашего бантика и вначале сделаем мелкие лепесточки. Маленький бантик состоит из двух лепестков бледно-розового цвета и двух лепесточков белого цвета. Берем отрезок в руки и первым делом обрабатываем огнем зажигалки края. Перескладываем пополам, потом складываем еще раз пополам ровно посерединке вдоль ширины ленты и на уголок зажимаем пинцетом место сгиба. Хорошенечко плавим, чтобы сплавился весь наш уголок. И получаем вот такой вот лепесточек, где у нас есть верхний край ленты и нижний. Верхний край мы сгибаем и немножечко поднимаем вверх, делая горбик такой вот на 3 миллиметра примерно. И затем находим серединку основания наших лент и складываем тоже пополам, зажимаем пинцетом. Лишнее срезаем, подравниваем все слои ленты ножницами и сплавляем огнем зажигалки, скрепляя наш лепесточек. Расправляем и получаем вот такую вот деталь нашего бантика. Складываем пополам. Затем еще раз пополам.
место сгиба, серединку зажимаем пинцетом, оплавляем. Верхний слой ленты смещаем относительно нижнего слоя на несколько миллиметров, 2-3 миллиметра, и внизу находим серединку, складываем ровно пополам. Равняем все слои ленты и приплавляем зажигалкой. С розовой лентой поступаем аналогичным образом. Розовая ленточка у меня немного пошире, 1,5 сантиметра ровно. И работать поэтому немножечко удобнее с ней. Внизу складываем ровно пополам. Лишнее срезаем и приплавляем огнем зажигалки. Чтобы сделать сердечко, вначале проделаем абсолютно такой же алгоритм действий. Также мы складываем пополам, потом еще раз пополам. Приплавляем. Смещаем верхний слой ленточки. Складываем пополам. Срезаем лишнее. И вторую часть сердечка также подготовим. Вот такие вот 2 лепесточка, и чтобы придать им более форму, похожую на сердце, мы немножко при помощи маленькой капельки клея и пинцета мы вот здесь вот сомкнем эти части нашего лепесточка и получим такую форму капли, из которой очень хорошо может потом получиться сердечко.
одна часть сердца у нас готова. И маленькую капельку клея наносим аккуратно и быстро соединяем края нашего лепесточка. Получаем 2 капельки канзаши. Теперь осталось только склеить их на бок, нанести маленькую капельку клея, и у нас получается форма сердечка красная. Такая маленькая валентинка. Можно использовать ее в заколочках миниатюрных и так далее. Так, сердечко у нас готово, и теперь осталось склеить все части бантика. Наносим каплю клея сбоку наших лепесточков и соединяем аккуратно. Соединяем правую и левую часть бантика на термоклей. Украсим наш микробантик нашей валентинкой ко дню всех влюбленных. Ровно посерединке на капельку клея. И теперь осталось подготовить нижний бантик, основной бантик, и оплавляем края нашей ленточки, наших отрезков. Найдем у каждого отрезка серединку и сошьем нижний бантик. Складываю пополам и отмечаю серединку иголочкой. Из 2 отрезков сошьем классический бантик. Края мы загибаем к серединке. И прошиваем. Загибаем края к серединке с небольшим нахлестом и прошиваем.
Стягиваю бантик и закрепляю нитку. Расправляю бантик, и чтобы сделать у бантика талию и закрыть ненужные вещи, замаскировать, воспользуюсь небольшим отрезочком той ленты, которая оплетала заколку. Обработаю краешки. Делаю серединку бантика. Вот что у меня получилось. Теперь осталось бантик подклеить к заколочке и украсить серединку бантика лепесточками канзаши. Наносим клей. И крепим нашу валентинку. Очень нарядные бантики получаются небольшого размера. Еще раз напомню длину бантика 6,5 сантиметров. Можно оформить как и резиночки такими бантиками, так и заколки. Креплю украшение к заколочке. Вот, друзья, что у нас получилось. Такие прекрасные, очень нарядные заколочки в белых, алых тонах, цвета любви. Можно даже украсить головку маленькой красавицы на свадебное торжество такими заколочками. Или просто на любой другой праздник. Если вам понравилась моя идея, поставьте, пожалуйста, не пожалейте лайк. Подписывайтесь на мой канал, дорогие рукодельницы. И до новых творческих встреч. Пока-пока.